Друзья, всем привет! Сегодня на обзоре контроллер Wiren Board 8, а также несколько модулей к нему. Если вы интересуетесь умными домами, вы, вероятно, уже встречали устройство Wiren Board в счетах автоматизации умного дома. Ну а я впервые узнал о них более 10 лет назад, когда начинал читать их блог на Хабре, где публиковались технические статьи о контроллерах, о каких-то возникших при разработке проблемах и их решениях. Почитать его было довольно интересно, всем рекомендую, ссылку оставлю в описании к этому ролику. Ну а в этом видео я расскажу вам об основных фишках и особенностях устройств Wiren Board. Собственно, давайте начнем. Начнем давайте с контроллера. Это Wiren Board 8.4.4, модульный программируемый контроллер для автоматизации и мониторинга с открытым ПО на базе Linux. Работает он под управлением Debian 11, у него довольно развитый ввод-вывод за счет дополнительных модулей. Он легко интегрируется с системами верхнего уровня автоматизации, а также с системами умного дома. Контроллер выполнен в пластиковом корпусе на динрейку шириной 6 юнитов. Кроме того, существует версия Wiren Board 8M в металлическом корпусе. Как видите, Wiren Board любит применять наклейки на корпусе, их довольно много. В целом они понятные и лаконичные. Есть довольно удобная цветовая маркировка вот этих зеленых клемм, она тоже выполнена при помощи наклеек. В целом я считаю, что это хорошее решение при условии, что наклейки долговечные. В сети я, по крайней мере, по этому поводу никаких описаний проблем не видел, поэтому думаю, что здесь с этим все в порядке. На момент съемки этого ролика контроллер доступен в единственном климатическом исполнении с рабочим температурным диапазоном от минус 25 градусов до плюс 75. Кроме того, есть две конфигурации, отличающиеся объемом оперативной памяти и eMMC флеша. Это либо 2 ГБ АЗУ и 16 ГБ флеша, либо, как в моем случае, 4 ГБ АЗУ и 64 ГБ флеша. Также довольно сильно может варьироваться внутренняя конфигурация контроллера. Количество входов, выходов, GSM-модем и так далее. Все это можно выбрать при заказе контроллера в конфигураторе. Давайте пробежимся по имеющимся разъемам и клеммникам. Начнем слева сверху. Первый разъем служит для подачи питания на контроллер. Как видите, здесь две плюсовые клеммы, это два независимых входа, то есть можно подключить два источника питания к контроллеру, и внутри сделана диодная развязка, поэтому контроллер будет запитываться от того источника, у которого будет выше выходное напряжение. Допустимый диапазон входных напряжений довольно широкий, от 9 до 48 вольт. Кстати говоря, вот эти все зеленые клеммники, они имеют съемную часть, что упрощает монтаж проводов. Кроме того, в комплекте с контроллером поставляется вот такая миниатюрная отвертка, которая как раз отлично подходит для работы с этими клеммниками. Дальше у нас два Ethernet интерфейса. Это 100 мегабитные Ethernet порты, которые опционально могут поддерживать запитку контроллера через PoE при условии, что в контроллер установлен опциональный PoE модуль, либо для активного, либо для пассивного PoE. Дальше два USB-C порта. Левый подписан как Debug Network, правый как Debug Console. Левый порт удобен для первоначальной настройки контроллера на столе. То есть при подключении компьютера к этому порту в системе определяться контроллер будет как сетевой интерфейс, как сетевая карта, что позволит полноценно контроллером управлять, как если бы мы были подключены к нему по сети. При этом контроллер от этого порта еще и запитается, то есть вам не нужен будет дополнительный источник питания сюда подключать. Кроме того, левый порт можно использовать для прошивки контроллера в аварийной ситуации. Правый USB-порт служит для доступа к консоли контроллера. За ним скрывается USB UART, и UART подключен к системе на чипе. Он используется в основном для диагностики разнообразных проблем. Дальше три клеммника, которые подключены к модулям расширения. Дело в том, что внутри контроллера располагаются вот в этой части три слота, куда могут быть установлены модули расширения. Некоторые модули подразумевают подключение к внешним клеммникам, и в этом случае как раз вот эти клеммники и используются. Кроме того, модули могут быть беспроводные, в этом случае им нужна внешняя антенна, и вот за этими двумя наклейками скрываются отверстия, сделанные в корпусе на заводе. То есть при необходимости установить такой беспроводной модуль, эта наклейка отклеивается и сюда выводится антенный разъем. Снизу мы с вами видим разъем USB хоста, сюда можно подключать разнообразные USB устройства к контроллеру. Кроме того, можно прошить контроллер, подключив сюда USB флешку с файлом прошивки. Сам процесс прошивки инициируется при помощи вот этой кнопки FW. Вот эта прорезь в корпусе нужна для вывода разъема антенны GSM модуля в случае, если бы контроллер был оборудован GSM модулем. Вот этот антенный разъем служит для подключения
Wi-Fi и Bluetooth антенны. В комплекте с контроллером идет вот такая антенна. И если мы ее накрутим, то ее можно будет загнуть вот таким образом, и она окажется над клеммами вот в этой части контроллера. Дальше мы с вами видим клеммник с 4 универсальными входами-выходами, каждый из которых может работать в режиме аналогового входа, дискретного входа или дискретного выхода. Схему реализации каждого из этих каналов вы сейчас видите на экране. Режим дискретного входа и аналогового входа работают одновременно. При этом дискретный вход срабатывает при превышении напряжения 3 вольта, а режим аналогового входа позволяет измерять напряжение до 36 вольт. При срабатывании дискретного выхода соответствующая клемма замыкается на землю транзистором. Как видите, на этом клеммнике отсутствует какая-либо общая клемма. В качестве общей клеммы используется любая земляная клемма контроллера. Следующий клеммник содержит 2 дискретных входа, которые могут быть переключены в режим OneWire. Это такой популярный проводной интерфейс для подключения цифровых датчиков. То есть каждому из этих входов можно подключить довольно длинную гирлянду из датчиков DS18B20 и считывать с них температуру в цифровом виде. При этом Wire Board рекомендует использовать трехпроводную схему, когда отдельным третьим проводом подается 5-вольтовое питание на датчики. И на этом клеммнике есть соответствующий выход. Этот выход защищен от короткого замыкания, кроме того, им можно программно управлять. И последние 2 клеммника обеспечивают 2 интерфейса RS485, которые широко используются в том числе для подключения вайренбордовских модулей с Modbus. При этом вот эта распиновка, она является стандартной для вайренбордовских устройств. Вот, например, один из модулей расширения с Modbus, как видите, распиновка у них совпадает. Эти порты не оснащены гальванической развязкой. Кроме того, как видите, здесь отсутствуют какие-либо переключатели или джамперы для включения терминирующих резисторов. И терминирующие резисторы, и резисторы fail-safe растяжки включаются на этих портах программно. На этих 2 клеммниках есть клеммы V-out. Они служат для подачи питания с контроллера на модули с Modbus. Причем эти выходы, они программно отключаются, то есть это удобно, если нужно перезагрузить модули. И есть еще 2 нюанса. Во-первых, ток ограничен, суммарный ток, который контроллер может выдать на эти 2 клеммы, это 1 ампер. Это нужно учитывать при подключении модулей. И второй нюанс заключается в том, что контроллер автоматически отключает эти выходы в случае, если его собственное питание превышает 29 вольт. То есть, по сути, контроллер подает свое собственное питание сюда при условии, что оно не превышает 29 вольт. Почему так сделано? Потому что вайренбордовские модули с Modbus, они, как правило, наверное, даже все, имеют ограничение входного напряжения не более 28 вольт. На правой стороне корпуса контроллера располагается 10-пиновый разъем для подключения модулей ввода-вывода. О них еще мы сегодня поговорим в этом видео. А с левой стороны располагается слот для карточек microSD. Это довольно быстрый интерфейс, до 60 мегабайт в секунду он обеспечивает. И такую карточку можно использовать в целом для хранения программ и данных. Кроме того, можно прошивать контроллер, записав на microSD флешку файл прошивки. Сверху располагается кнопка управления питанием. Короткое нажатие на кнопку корректно завершает работу контроллера, а длинное нажатие выключает питание контроллера принудительно. При этом эта же кнопка является еще и светодиодным индикатором. Сама кнопка выполнена из матового прозрачного материала и подсвечивается зеленым либо красным цветом. В рабочем режиме после загрузки операционной системы она мигает зеленым с частотой 1 Гц. Кроме того, этим индикатором можно управлять программно после загрузки операционки. С этой кнопкой связана одна небольшая странность. Дело в том, что на корпусе контроллера эта кнопка утоплена немного, что слегка затрудняет ее нажатие. И я бы подумал, что так и задумано, но есть у меня, например, еще модуль защиты от протечек, где аналогичные кнопки есть. Они тоже с индикаторами, все так же работает, но кнопки выступают из корпуса. И их нажимать гораздо удобнее. То есть, может быть, так и задумано, конечно, но выглядит так, что все-таки кнопки должны везде одинаково выступать. Что ж, давайте разберем контроллер.
Итак, друзья, что мы с вами видим внутри контроллера? Основная плата, вот эта большая. Есть вспомогательная вертикальная плата, которая просто выводит кнопку управления питанием на переднюю панель контроллера. Вот таким образом. Также здесь мы с вами видим, что процессорная плата является съемной. Она выполнена в формате SODIMM, как у ноутбучной оперативной памяти. Вот таким образом она может быть снята. И сверху она еще была накрыта вот такой алюминиевой пластиной теплораспределительной, которая была прикручена винтами. Здесь есть термопрокладки над чипом DC-DC контроллера, над процессором и оперативной памятью. На процессорной плате установлена система на чипе Allwinner T507H. Это 64-битная система на чипе с 4 ядрами Cortex-A53. T-серия у Allwinner предназначена для автомобильной и промышленной электроники. Заявленная тактовая частота 1,5 ГГц, хотя я смотрел, на каких частотах работают ядра на практике. Частота динамически перестраивается в зависимости от нагрузки в диапазоне от 480 до 1416 МГц. В тестах скорости CPU я увидел производительность, сопоставимую с Raspberry Pi 3B+, но при этом у Allwinner в 1,5 раза выше скорость работы с оперативной памятью, и я думаю, что поэтому в прикладных тестах зачастую Allwinner оказывался существенно быстрее. Система на чипе довольно экономичная, в простое весь контроллер целиком потребляет всего 1,5 Вт, а под нагрузкой 3 Вт. Это важно, учитывая работу в закрытом корпусе внутри закрытого щитка. При нагреве в синтетических тестах процессор начинает тротлиться при температурах выше 82-83 градусов. При этом он сбрасывает частоту с 1416 МГц до 1200, после этого охлаждается до 80 градусов и снова поднимает тактовую частоту. И так работает под нагрузкой в диапазоне температур 80-85 градусов. Думаю, что пользователям тут переживать не о чем, потому что в реальной жизни таких нагрузок никогда не будет, ну и даже если будут, то ничего не сгорит. Помимо системы на чипе, на плате располагается также eMMC флешка от компании Fison на 64 гигабайта. Вот этот чип — это контроллер питания, внутри которого располагаются 6 низковольтных DC-DC и еще 16 линейных стабилизаторов. То есть он формирует все необходимые напряжения для питания микросхем памяти и системы на чипе. Вот этот чип — это оперативная память на 4 гигабайта. К сожалению, я не смог аккуратно отклеить термопрокладку, она начинает крошиться. Ну и в целом даже при оттягивании термопрокладки не видно маркировку микросхемы. И вот эти два чипа — это физический уровень Ethernet Realtek RTL8201FI. Давайте посмотрим на главную плату контроллера. Здесь основные чип-компоненты располагаются на нижней стороне платы. Что мы здесь видим? Во-первых, микроконтроллер. Wirenboard называет его Embedded Controller. Это STM32G030C8T6 с ядром Cortex M0+, с 8 килобайтами оперативной памяти и 64 килобайтами флеш-памяти. Также в него встроен 12-битный АЦП и набор цифровых интерфейсов 2 I2C, 2 SPI и 2 USART. Какую функцию он здесь выполняет? Во-первых, он выполняет функцию watchdog для системы на чипе, то есть перезагружает систему на чипе в случае, если она зависла. Также он измеряет напряжение 3,3 вольта, 5 вольт, а также измеряет температуру платы. Эти параметры ему нужны, потому что он управляет включением системы на чипе и не разрешает включение ее в случае, если эти параметры находятся вне допустимых пределов. Также он измеряет напряжение на клеммах А1, А4 в режиме аналогового входа. Также используются часы реального времени, встроенные в этот микроконтроллер для счета времени. Ну и также он реализует функцию будильника, то есть можно запланировать включение контроллера в определенное время. Это нужно в тех применениях контроллера, когда нужно экономить энергию и достаточно включаться периодически, выполнять какую-то работу и снова засыпать. Рядом с микроконтроллером, вот в этой микросхеме, располагаются 4 операционных усилителя, которые используются, как я понимаю, в схеме подготовки напряжений, приходящих с клемм А1, А4 и последующего их измерения микроконтроллером. Вот эти две микросхемы — это сдвоенные MOSFET N-канальные. Они используются для работы вот этих вот клемм А1, А4 в режиме дискретного выхода. Дальше мы с вами видим Wi-Fi Bluetooth модуль. Это модуль на чипе Realtek RTL8733BU. Wi-Fi здесь на 2,4 ГГц и Bluetooth 4.2. Этот модуль подключен к системе на чипе по USB.
Давайте теперь посмотрим, как в контроллер заводится его напряжение питания. Оно поступает вот на этот разъем, вот на эти две клеммы. Тут у нас диодная развязка источников питания, которые могут быть сюда подключены. Также где-то должен быть диод, отвязывающий PoE модуль. Не знаю, может быть вот этот диод в таком качестве используется. И дальше результирующее напряжение по вот этой дорожке поступает на два самовосстанавливающихся предохранителя. Вот с этого предохранителя оно дальше приходит на основной DC-DC контроллера. Это микросхема Maxim Integrated 17504A. Она также использует в своей работе вот этот вот крупный дроссель. И по сути запитывает все остальные низковольтные цепи контроллера. Ну а напряжение, проходящее через второй самовосстанавливающийся предохранитель, поступает на P-канальный MOSFET. Вот на эту микросхему. То есть программно можно управлять подачей напряжения дальше. А дальше дорожка уходит куда-то во внутренние слои. И я думаю, что приходит она вот сюда, на клеммы V+. Вот этих двух клеммников, они тут электрически объединены. И дальше через вот этот дроссель тоже уходят в какие-то внутренние слои. Я думаю, что вот здесь где-то есть соединение между ними. Что еще у нас осталось на плате? Вот эта микросхема является USB UART от производителя Holtec HT42B534-2. Ну, то есть она используется для работы вот этого правого USB-C порта для подключения консоли контроллера. Вот эту микросхему я идентифицировать не смог, по маркировке она не гуглится. Сначала я подумал, что это может быть микросхемы RTC, учитывая расположение вот этой батарейки часов. Но, судя по всему, нет, потому что по структурной схеме контроллера RTC в контроллере используется тот, который встроен в микроконтроллер STM32. Так что это за микросхема, мне неизвестно. Вот в этой части платы мы с вами видим три микросхемы интерфейсных трансиверов. Причем вот эти вот две микросхемы — это трансиверы RS485, а вот это трансивер CAN интерфейса. Но в Iron Board 8 нет встроенного CAN интерфейса. Дело в том, что эта плата является общей и для Iron Board 7, 7.4 в частности, а там CAN интерфейс был. И вот этот крайний клеммник, он использовался как универсальный и для CAN, и для RS485. Ну, то есть электрически их можно безопасно соединять. И два трансивера, CAN и RS485, работали на одни и те же клеммы вот этого клеммника. Но в Iron Board 8, в его системе на чипе, несмотря на то, что она вроде бы для автомобильного применения предназначена, в ней отсутствует CAN-контроллер. Поэтому в Iron Board 8 вот этот трансивер просто никогда не участвует в работе. Здесь мы также видим набор защит из диодов и самовосстанавливающихся предохранителей для двух интерфейсов RS485 и двух интерфейсов OneWire. Помимо перечисленных микросхем еще есть две. Это сдвоенные аналоговые мультиплексоры RS2266. Вот эта микросхема. И еще одна такая же вот здесь. Назначение вот этой я точно не знаю. Ну а вот эта микросхема явно коммутирует линии USB интерфейсов. Дело в том, что вот этот USB интерфейс и USB хост, они не могут работать одновременно, и они мультиплексируются на один USB интерфейс системы на чипе. Как раз при помощи вот этого аналогового мультиплексора. Что еще интересного мы с вами видим сверху на плате? Ну, это трансформаторы Ethernet интерфейсов. Это у нас пищалка. Внутри контроллера она есть. Также есть интересная кнопка, которая позволяет временно отключить Watchdog. То есть для случаев, когда система на чипе не в состоянии сбросить Watchdog, чтобы дать ей загрузиться хотя бы, например, можно временно отключить функцию Watchdog, которую реализует вот этот микроконтроллер. Ну и в принципе все, пожалуй. Тут разные транзисторы для включения, видимо, терминаторов, fail-safe резисторов на RS485 портах, ну и тому подобное. Давайте поговорим теперь про возможности расширения функционала контроллера за счет модулей. И начнем давайте с модулей расширения и мезонинных модулей, которые устанавливаются прямо вовнутрь корпуса контроллера. Для этого используются вот эти разъемы, два разъема снизу и вот этот ряд разъемов сверху. Давайте начнем с нижних. Сюда может быть вот к этим двум разъемам подключен модуль бесперебойного питания. Причем Iron Board предлагает два варианта таких модулей.
Один основан на литий-ионном аккумуляторе и позволяет питать контроллер около 2 часов, а второй использует суперконденсаторы и позволяет питать контроллер всего около 2 минут. Но зато он гораздо более живучий, с расширенным температурным диапазоном и так далее. Вот к этому разъему может быть подключена вот такая плата с кнопкой. Кстати говоря, забыл вам показать, что кнопка здесь специфическая, со встроенной подсветкой. Я думал, что светодиод будет запаян где-нибудь вот здесь на плате, но нет, используется именно кнопка с подсветкой. Так вот, либо вот такая может быть плата установлена, которая содержит только кнопку, либо аналогичная плата, но с GSM модемом 4G, с двумя сим-картами. Ну, то есть они не работают одновременно, но модем может переключаться между ними. Это позволяет добавить такой резервный канал связи вашему контроллеру. К этому разъему может быть подключен модуль поддержки PoE, который обеспечивает возможность запитки контроллера от вот этих вот двух Ethernet разъемов. Модули бывают двух типов, либо для активного PoE, либо для пассивного PoE. Ну и у нас с вами остаются вот эти вот 4 разъема для модулей расширения. В WireOnBoard 8 мод 4 разъем вот этот задействовать нельзя. Мод 1 имеет некоторые ограничения, в него можно установить только модули дискретного ввода-вывода. Ну а в мод 2 и в мод 3 можно установить любые доступные модули. Давайте посмотрим на распиновку вот этих вот 3 разъемов. Верхние 4 контакта используются для подключения к внешнему клеммнику, для тех модулей, которым необходимо подключение к внешнему клеммнику. Ну и нижние контакты используются для подачи питания на модуль. Он может питаться от 3,3 вольт, либо от 5 вольт. И также на этих пинах есть 3 ножки GPIO, которые подключаются к системе на чипе. Либо 2 из этих ножек могут использоваться в режиме UART, ну и плюс еще один GPIO. Также теоретически модуль может использовать интерфейс I2C, но он реализуется программно, многодрыгом. И в принципе я такие модули пока не встречал, кажется, по описанию. Ну и давайте посмотрим, какие модули ввода-вывода можно установить в разъемы мод 1, мод 2 и мод 3. Во все 3 разъема могут быть установлены модули дискретного ввода-вывода. Это либо модуль с 3 дискретными входами без гальванической изоляции, либо модули, один из двух вариантов, с одним выходом на базе реле, либо модуль с 2 выходами, реализованными при помощи оптореле. Ну и в разъемы мод 2 и мод 3 можно установить все остальные доступные модули. Это может быть модуль, реализующий интерфейс RS-232 или RS-485 изолированный. Есть модуль, добавляющий один интерфейс OneWire дополнительный. Модуль с интерфейсом KNX. 2 варианта интерфейсных модулей для котлов отопления электрических и газовых с интерфейсом OpenTerm либо eBus. Ну и, конечно, доступны модули с беспроводными интерфейсами. Это ZigBee модуль на чипе CC2652P, это модуль Z-Wave, модуль LoRa и модуль с GPS. Ну еще в будущем может быть подключен модуль с CAN интерфейсом, который пока недоступен. И также в будущем, возможно, станет доступен модуль с HDMI интерфейсом, который будет подключаться к плате процессорной вот к этому разъему. Помимо модулей, которые можно установить вовнутрь контроллера, WireOnBoard предлагает также модули ввода-вывода, внешние по отношению к контроллеру, которые подключаются вот к этому боковому разъему. Ну, то есть это модули в отдельных корпусах на динрейку, у которых слева разъем папа, подключающийся сюда, а справа разъем мама для подключения следующего модуля в цепочке. Есть у этих модулей как преимущества, так и недостатки. Преимущество в том, что, во-первых, упрощается подключение модулей к контроллеру, не нужно отдельно тянуть к ним питание, не нужно отдельно подключать интерфейс, все взаимодействие с модулями производится через вот этот боковой разъем. Кроме того, работа с этими модулями ввода-вывода достаточно быстрая. WireOnBoard обещает доставить события об изменении на дискретном входе за 1 миллисекунду. Ну а недостаток заключается в том, что, во-первых, достаточно ограниченный модельный ряд модулей ввода-вывода подобных. И если раньше в линейке были модули с аналоговыми входами-выходами, то сейчас доступны только модули дискретного ввода-вывода. Причем в цепочку можно соединить таких модулей ввода-вывода не более 8, причем не более 4 модулей ввода и не более 4 модулей вывода. Связано это ограничение, я так полагаю, с ограничениями
адресация I2C. Дело в том, что если мы посмотрим на распиновку вот этого разъема, то увидим, что для взаимодействия с модулями ввода-вывода используется интерфейс I2C. Также здесь есть питание, отдельный пин int, который позволяет быстро контроллеру узнавать о событиях, произошедших в модулях ввода-вывода, и еще 4 адресных пина. Для удешевления модулей ввода-вывода в них отсутствует отдельный микроконтроллер. Вместо этого они строятся просто, модули дискретного ввода-вывода строятся на I2C GPIO расширителях. И, как правило, у таких GPIO расширителей есть 3 адресных входа комбинациями логических уровней, на которых можно подключить до 8 GPIO расширителей в одну шину. Собственно, с этим, я думаю, и связано ограничение на количество модулей ввода-вывода. У Wirenboard здесь применено интересное решение. Дело в том, что на модулях ввода-вывода отсутствуют какие-либо перемычки для задания I2C адреса модуля. Вместо этого используются 4 пина на разъеме адресных. Причем контроллер на один из этих пинов подает логическую единицу, а на остальные 3 логический 0. И каждый модуль в цепочке, он на своем выходном разъеме сдвигает вот эти адресные пины на 1 бит. Таким образом, получается, что у 4 подключенных в цепочку модулей у всех будет разный адрес. То есть, например, все модули ввода имеют 4 разных адреса. А дальше у модулей вывода используется немного другое решение. Они также сдвигают адресный пин на 1 бит, но при этом при подаче этих логических уровней на GPIO-расширитель они еще и инвертируют эти логические уровни. Таким образом, получается, что у 8 подряд включенных модулей, 4 из которых модули ввода, а 4 модули вывода, у всех будет разный I2C адрес, и никаких конфликтов не будет. Также возможности контроллера можно расширять при помощи модулей с Modbus. На самом деле контроллер поддерживает не только протокол Modbus, но поскольку Wirenboard давно и плотно сидит на Modbus, этот протокол наиболее хорошо поддерживается в контроллере. И к контроллеру можно подключать как Modbus устройства от любых сторонних производителей, так и у Wirenboard есть своя довольно обширная линейка модулей с Modbus. Причем это не обязательно модули, которые ставятся на один рейку в щиток. Также это могут быть, например, модули, которые устанавливаются вовнутрь подрозетника, очень компактные миниатюрные модули. Либо, например, есть климатический датчик настенный, который устанавливается на подрозетник. Ну и всякие специфические модули, вплоть до сетевых карт для холодильного оборудования с Modbus. В модельном ряду есть решения для всех типовых задач в умном доме, есть диммеры, в том числе для управления светодиодными лентами, есть счетчики электроэнергии и вольтметры, есть большое количество модулей ввода-вывода. В подрозетник, например, может устанавливаться модуль, к которому подключаются клавиши выключателя, и также есть выходы для управления подсветкой. В общем, решения можно изобрести достаточно интересные на основе этих модулей. Некоторые из таких Modbus модулей мы будем с вами рассматривать в этом видео. Собственно, давайте к ним и перейдем. Теперь давайте рассмотрим вот такой модуль дискретного ввода-вывода. Здесь в корпусе шириной 3 юнита мы с вами получаем 6 дискретных выходов, реализованных при помощи реле, и 7 дискретных входов с групповой гальванической изоляцией, а также с управлением по Modbus. Казалось бы, все очень просто, что тут дискретные входы и выходы. Но на самом деле в этом модуле есть сразу несколько интересных технических решений, и сейчас я вам по порядку о них расскажу. Первая интересная особенность указана на корпусе устройства. Здесь мы с вами видим, что для нагрузок, питающихся от переменного напряжения, долговременный номинальный ток составляет 10 ампер на канал. Ну, то есть это может быть одна группа освещения с несколькими светильниками, например. И соседний параметр говорит нам о том, что кратковременно, в течение 20 миллисекунд, то есть это один период синусоида, ток через нагрузку может достигать 80 ампер. Для чего такой запас, казалось бы? Дело в том, что современные светильники, они все светодиодные, и у них высокие пусковые токи. Может быть, не у всех, но у большинства. И эти пусковые токи могут превышать номинальные токи в разы или даже в десятки раз. И на практике при использовании обычных реле для коммутации таких источников питания без большого запаса по току происходит сваривание контактов реле. Может быть, не сразу, после нескольких десятков включений, но в один прекрасный момент реле замыкает свои контакты, освещение включается, но больше уже не выключается, потому что реле не может разомкнуть свои контакты.
Здесь Wiren Board применяет специальные реле, у них есть отдельная статья с результатами испытаний, с разбором самих реле, их технических особенностей, что конкретно конструктивно изменено в этих реле. Но применяются здесь реле, которые реально выдерживают такие кратные превышения тока. Следующая интересная особенность модуля заключается в том, что он, будучи новым, уже сконфигурирован на работу в определенном режиме. А именно, входы с 1 по 6 управляют соответствующими выходами с 1 по 6. А нулевой вход отключает все выходы. Почему это полезно? Дело в том, что когда вы еще находитесь на каком-то этапе завершения ремонта, когда уже вам нужно управлять освещением, но нет еще контроллера в щитке, либо он еще должным образом не настроен, вы можете уже на этом этапе установить вот эти модули и расключить их. Ну, то есть подключить группу освещения к выходам. И ко входам вы можете подключить обычные выключатели. И это позволит вам уже на этом этапе в ручном режиме управлять вашим освещением. Давайте теперь посмотрим на клеммы выходов. Здесь мы с вами видим, что на самом деле 6 каналов модуля разделены на 2 группы. 3 канала первой группы и 3 канала второй группы. При этом, если мы предположим, что мы управляем освещением, которое питается от 220 вольт, то фазу для первой группы мы подадим на клемму C1, а фазу для второй группы подадим на клемму C2. Кстати говоря, есть ограничение тока на группу 20 ампер. И продиктовано оно конструкцией вот этих вот клемм. Пока, казалось бы, все логично. Но зачем же здесь тогда клемма нейтрали? Ведь мы просто коммутируем фазу на нагрузки. Дело в том, что внутри этого модуля есть еще и блок питания AC/DC, который позволяет этот модуль запитывать не только от постоянного напряжения вот на этих клеммах, но также и от переменного напряжения, от которого питаются и нагрузки. В каких случаях это может быть полезно? Ну, предположим ситуацию, что у вас умер блок питания, от которого питалась вся автоматика, а вы подобным модулем управляли освещением. И если бы блока питания внутри не было, то вы бы потеряли возможность использовать освещение в принципе. Или, например, вы проводили какие-то работы в щите автоматики и сняли временно питание со всей этой автоматики, в том числе с этого модуля. Но он продолжит быть запитанным благодаря вот этой фазе и нулю. И чем это полезно? Этот модуль может реагировать на эту ситуацию, то есть на пропадание вот этого питания постоянного. Он не только продолжит свою работу, но еще изменит свое поведение. Это поведение можно настроить в настройках модуля. То есть, например, он может начать работать в тупом режиме, когда он напрямую с выключателя управляет нагрузками. То есть вы не потеряете в этом случае возможность управлять освещением. Кроме того, модуль может реагировать на отсутствие опроса со стороны контроллера по модбасу. Через определенный тайм-аут он может переходить, например, в тупой режим, когда вы с выключателей получаете возможность управлять нагрузками, либо он может переходить в безопасный режим, когда устанавливаются определенные состояния выходов, заранее заданные в настройках. На дискретных входах этот модуль может распознавать короткие, длинные, двойные нажатия, а также комбинации из короткого и длинного нажатия. Также есть антидребезг, длительность которого можно настроить. Кстати говоря, не обязательно эти входы использовать для управления нагрузками, либо вообще просто для сценариев. Можно сюда подключить импульсные выходы счетчиков, например. По крайней мере, до 2,5 кГц никаких пропусков импульсов не будет. Рядом вот с этими обозначениями есть светодиодные индикаторы под наклейкой. S – это индикатор обмена с контроллером, A – это индикатор безопасного режима, ну и еще 6 индикаторов – это индикаторы состояния выходов. Ну и давайте разберем модуль. Сломал я комплектную отвертку, к сожалению. В релейном модуле мы с вами видим следующую картину. К основной плате при помощи соединения шип-паз подключаются еще 2 печатные платы. Кстати, обратите внимание, под углом как будто бы специально она установлена, потому что здесь довольно плотно и даже приходится ставить дополнительный вот такой изолятор. На одной плате реализованы дискретные входы, вот оптопара 7 штук, гальваническая изоляция по питанию, микроконтроллер я вижу, ну и источник питания низковольтный, судя по всему. Ну и, конечно же, индикаторы на краю. На второй плате располагается AC/DC преобразователь и некая его обвязка,
Я вижу диоды, видимо, диодного моста, еще какие-то компоненты. Я не стал разбирать, демонтировать эти платы, потому что боюсь, что в том же положении я их не смогу установить, а мне этот модуль еще предстоит сегодня тестировать. Кстати говоря, в качестве AC/DC применяется готовый модуль от компании Morrison. Мне модуль очень понравился своими размерами, он 5-ваттный, с очень широким диапазоном входных напряжений. В общем, я его себе обязательно возьму на заметку. Кстати, обратите внимание, как при помощи отдельного провода нейтраль подводится от клеммника к модулю AC/DC. Реле используется от компании Hongfa. Микроконтроллер здесь применен от компании Giga Devices GD32E230K8T6 на ядре Cortex M23. По остальным характеристикам он очень близок к STM, который мы уже с вами видели в контроллере. 12-битный АЦП, 8 кБ оперативной памяти, 64 кБ флеша, 2 USART, 2 I2C и 2 SPI. Оптопары для гальванической изоляции входов здесь использованы от компании Everlight EL3H7. Теперь давайте рассмотрим вот такой модуль контроля протечек и учета водопотребления. И начнем давайте именно со второй функции, потому что есть интересные технические детали ее реализации. У модуля есть два дискретных входа, куда подключаются провода от водяных счетчиков, от их импульсных выходов. И модуль считает эти импульсы, причем он их считает даже при полном отсутствии внешнего питания, полностью обесточенный модуль. Как это реализовано? Дело в том, что та часть модуля, которая отвечает за счет этих импульсов, она питается от маленькой батарейки формата CR2032. И, конечно же, возникает вопрос, насколько хватит этой батарейки. Производитель заявляет, что ее хватит на год при полном отсутствии внешнего питания. Сейчас эта батарейка находится в транспортном режиме, то есть она отключена от цепей, которые могут потреблять из нее энергию. И чтобы ее подключить к этим цепям, нужно потянуть вот за этот язычок. Все, теперь батарейка подключена. Что у нас здесь по клеммникам? Вот эти два крупных клеммника для подключения приводов, которые будут перекрывать воду в случае срабатывания защиты от протечки. Поддерживаются приводы как переменного тока, так и постоянного низковольтные. Вот этот разъем стандартный вайренбордовский позволяет подать питание на модуль, а также содержит интерфейс RS485 для связи с контроллером по модбасу. Этот вход питания, он не единственный, сверху есть еще один вход питания, и это позволяет подключить к модулю два источника питания. Внутри они развязаны диодами, и модуль питается от того источника, у которого выше напряжение. Это позволяет снизу запитать модуль от основного источника питания, а сверху, например, подать питание от источника бесперебойного питания. Причем, если приводы низковольтные, то можно от этого же источника бесперебойного питания запитать и приводы, и тем самым обеспечить срабатывание защиты от протечек, даже в условиях, когда пропало электричество. Оставшиеся два клеммника используются для подключения датчиков протечки. Здесь 6 таких входов, но по умолчанию 6-й сконфигурирован в режиме подключения к нему кнопки включения режима уборки, когда датчики временно в течение 20 минут игнорируются. Эти входы имеют групповую гальваническую изоляцию от модуля. Также есть выход питания для тех датчиков протечки, которые требуют питания. Питание тоже, соответственно, изолировано от земли модуля. На передней панели есть ряд светодиодных индикаторов, индикатор обмена с контроллером, индикатор срабатывания защиты от протечки и 6 индикаторов, отображающих состояние входов датчиков защиты от протечки. Есть две кнопки для управления приводами кранов, и в них встроена подсветка зелено-красная, то есть это такие индикаторы состояния текущего кранов. Вообще датчики протечки обычно позволяют параллелить сигналы с них, и в этом смысле кажется избыточным такое большое количество входов для датчиков протечки. Но подключение датчиков к отдельным входам позволяет идентифицировать при срабатывании защиты от протечки, какой именно датчик на каком входе сработал. Само собой, срабатывание защиты от протечки не зависит от наличия или отсутствия контроллера, подключенного к этому модулю. В этом смысле модуль является автономным и полноценно реализует функцию контроля протечки.
Итак, внутри этого модуля видим две печатные платы, одна основная внизу и еще одна вспомогательная, которая соединяется с основной при помощи соединения Shift-Pass. На вспомогательной плате по сути просто располагаются две кнопки с подсветкой, ряд светодиодных индикаторов и держатель для батарейки формата CR2032. Ну а все основное интересное располагается на основной плате. Здесь мы с вами видим микроконтроллер модуля, это STM32G030C8T6, точно такой же, который мы видели на плате контроллера. Вот эта микросхема, это сдвоенный микропотребляющий компаратор. Я так полагаю, что вот это решение позволило отправлять микроконтроллер в глубокий сон даже между импульсами на импульсных входах, для того, чтобы минимально расходовать энергию из вот этой батарейки. Встроенный в микроконтроллер компаратор, если он там есть, он скорее всего жрет больше энергии. И вот такое решение с внешним компаратором позволило снизить энергопотребление суммарное. В правой части мы с вами видим ряд оптопар. Оптопары такие мы с вами уже видели сегодня. Everlight EL3H7. Модуль питания от компании Morn Sun с 5-вольтовым входом и 12-вольтовым выходом. Пищалка Beeper. Вот в этой части располагается источник питания низковольтный и транссивер RS485 от компании 3PIC TP8485E. Также здесь стоят два реле от компании Hongfa. Теперь давайте рассмотрим вот такой универсальный настенный датчик климата с Modbus. Что вообще он умеет? Дело в том, что существует множество конфигураций этого датчика, и некоторые сенсоры в нем могут присутствовать или отсутствовать. Вы сами выбираете, что для вас важно при заказе датчика. Что касается моего экземпляра, он в максимальной конфигурации. Это означает, что он может измерять температуру и влажность, освещенность, уровень шума, содержание летучих органических веществ, содержание СО2. Также он может детектировать движение через вот эту линзу при помощи PIR-сенсора и может управлять по ИК бытовыми приборами, то есть он содержит приемник инфракрасный и передатчик мощный, может запоминать команды и впоследствии их воспроизводить, реализуя тем самым управление бытовыми приборами. Также внутри есть бипер и возможность подсветить линзу двумя цветами, зеленым или красным, ну либо комбинацией, то есть желтым, но подсветить не постоянно, а миганиями такими короткими. Нужно это, видимо, для того, чтобы остальные сенсоры могли продолжать нормально работать и подсветка не мешала им. Этот датчик может быть упакован в белый корпус со светлой линзой, как в моем случае, либо в черный корпус с темной линзой. Но у темной линзы есть тоже недостатки из-за того, что она сильно затемняет. Все, что работает через нее, все работает хуже. Кроме того, если вам не нужен датчик движения, инфракрасный приемопередатчик и подсветка зелено-красная, а также измерение уровня освещенности, то можно упаковать этот датчик в корпус вообще без линзы, то есть сплошной вот здесь без линзы. Такой вариант тоже есть в черном или белом цвете. Кроме того, этот корпус можно окрашивать. Датчик, к сожалению, довольно толстый и, я думаю, будет бросаться в глаза. При том, что это уже 3-я или 4-я его ревизия, и с каждым разом он становится все тоньше и тоньше. Но совсем тонким его сделать не получается из-за того, что нужно прохождение воздуха через его корпус. Давайте разберем датчик. Что нужно для установки датчика на стену? По сути, нужен просто обычный подрозетник, куда будет выведено питание, постоянное напряжение в диапазоне от 9 до 28 вольт, и RS485, который будет подключен к контроллеру. Вот таким разъемом все подключается. Ну, то есть сначала вот эта часть корпуса прикручивается к подрозетнику, производится подключение, и после этого верхняя часть корпуса защелкивается на нижней части корпуса. Что касается выбора места установки для этого датчика. Во-первых, есть рекомендуемый диапазон высот от уровня пола. Это диапазон 100-160 см. Можно устанавливать датчики вне этого диапазона, но это может повлиять на точность измерений, в частности температуры, СО2, а также на работу датчика движения это может повлиять. Кроме того, стоит избегать установки датчика в местах, где могут быть сквозняки, а также где на него могут попадать прямые лучи света и нагревать его.
Плата датчика устроена довольно интересно. Тут есть многие элементы, которые являются съемными. Давайте их детально изучим. Вот это у нас датчик CO2. NDIR датчик, недисперсионный инфракрасный, CM1106. Его можно легко снять и рассмотреть более детально. Вот так он выглядит. На него нанесен логотип Cubic. Плата покрыта лаком. Есть какая-то микросхема, скорее всего микроконтроллер. Ну, в общем, вот так он выглядит. Вот на этой плате располагается датчик летучих органических веществ. Wirenboard, судя по всему, делает для него собственную плату. Ну а сенсор — это вот этот маленький компонент в металлическом корпусе. На отдельной плате расположены 8 светодиодов инфракрасного передатчика. Вот эти два светодиода и вот эти два — это светодиоды подсветки, зеленые и красные. Ну и по центру, я так полагаю, это датчик освещенности. Здесь мы с вами видим приемник инфракрасных сигналов, PIR-датчик для детектирования движения и бипер. Из сенсоров на этой плате нам осталось найти только датчик температуры и влажности и датчик уровня шума. Я не сразу нашел датчик температуры и влажности, потому что он очень мелкий и располагается он вот здесь в углу. И обратите внимание, каким образом к нему подводятся дорожки, вот такой змейкой. Я сначала вообще подумал, что это антенна, но нет, это дорожки к датчику, две дорожки с одной стороны и две дорожки с другой. Датчик довольно навороченный и точный. Это датчик от компании Sensirion SHT40. В нем даже есть встроенный нагреватель для сушки датчика при влажности свыше 95%. В общем, сам по себе датчик довольно интересный. Ну а что касается трассировки, скорее всего, это требование производителя. Я пока не смотрел даташит. Но в целом я впервые такое вижу. Довольно любопытно. Ну и вот этот компонент, я предполагаю, что это датчик уровня шума. Давайте пробежимся по остальным компонентам на плате. Вот в этой части платы располагается источник питания на вот этом контроллере DC-DC. Один и тот же контроллер используется во всех модулях от Wirenboard, которые мы с вами сегодня видели. Вот это трансивер RS485 с его обвязкой и защитами. Тоже это стандартный узел во всех модулях. Микроконтроллер GigaDevice GD32E230K8T6. Мы с вами такой сегодня уже тоже видели. Вот эти две микросхемы — это сдвоенные операционные усилители. Я предполагаю, что вот эта вот вся часть — это обвязка PIR-сенсора. Если заглянуть в его даташит, то можно найти типовую обвязку, и там как раз нужны 4 операционника и куча пассивных компонентов. Скорее всего, это оно и есть. Ну и последняя микросхема осталась. Это счетверенный мультиплексор 2 к 1, который, по моему предположению, коммутирует линии UART микроконтроллера. Этот UART может быть подключен мультиплексором либо к трансиверу RS485, либо к ZigBee модулю, который запаивается вот сюда. Вообще такой датчик, он продается в одном из двух исполнений, либо с ZigBee, либо с Modbus. Вроде бы не видел я модификацию, которая бы поддерживала и то, и другое, но технически это реализовать можно. Вот сюда запаивается ZigBee модуль и вот сюда запаивается переключатель. Этим переключателем можно выбрать, что выбирает для подключения UART вот этот мультиплексор. Либо RS485 интерфейс, либо ZigBee. Давайте покажу мой мини-стенд. Тут у меня контроллер и все Modbus модули, которые у меня есть, они подключены по RS485 вот этими проводами к контроллеру и запитаны тоже от контроллера от выхода V-out. Все это питается от вот такого лабораторника от 12 вольт. Он выводит на дисплей напряжение, ток и потребляемую мощность. Индикация выглядит следующим образом. Мигающий зеленый индикатор на контроллере означает, что он загрузился и нормально работает. Эти зеленые индикаторы, мигающие на модулях, означают, что идет обмен с контроллером. Они мигают, судя по всему, не на каждом пакете, а просто с какой-то определенной частотой. Ну и если модулей в щитке у вас будет много, получается такая приличная гирлянда. Кстати, вот здесь заметно как раз, как засвечивается соседнее окно индикатора. Я замерил потребление контроллера и модулей в отдельности. У меня получились следующие результаты. Контроллер в спящем режиме, когда активен только его микроконтроллер внутри, потребляет 50 мВт. Когда загружена операционная система и работают сервисы, но при этом нет существенной нагрузки, 1,5 Вт. И в стресс-тестировании под большой нагрузкой 3 Вт. Вот этот модуль с реле, с выключенными реле, потребляет 400 мВт.
и каждое включенное реле добавляет еще около 300 мВт. Модуль контроля протечки потребляет сам по себе 300 мВт, и каждое реле из двух включенное добавляет еще по 200 мВт. Ну и комбинированный датчик потребляет примерно 200-250 мВт. Как видите, даже если у вас в щите будет 10-15 модулей, все равно общее потребление не выглядит страшным. Давайте посмотрим на веб-интерфейс контроллера, и первое, что хочу вам показать, это то, как настраиваются сетевые интерфейсы. Я перехожу в настройки, тут есть раздел «Конфигурационные файлы». Это, кстати, реально текстовые конфигурационные файлы, вот тут даже подписаны пути к ним. Можно их редактировать вручную, но есть и редактор удобный в веб-интерфейсе. Перехожу в сетевые соединения. И тут мы видим все сетевые соединения, которые настроены в контроллере. Это два порта Ethernet, два GSM соединения, которые я создал сейчас вручную. Фактически GSM модема в контроллере нет, но я их создал, чтобы продемонстрировать, как производится настройка. Это клиентское соединение по Wi-Fi и точка доступа Wi-Fi. Что хочу показать. Тут есть вкладка «Приоритеты соединений», где вы все имеющиеся в контроллере соединения распределяете по трем приоритетам: высокий, средний и низкий. Тут также можно настроить, каким именно образом будет проверяться наличие подключения, то есть к какому узлу будет проверяться доступ, что должно быть в ответе. И также можно задать минимальное время активности SIM-слота для того, чтобы слишком часто не происходили переключения между SIM-картами. Давайте теперь посмотрим, как в веб-интерфейсе настраиваются различные модули, которые могут быть подключены к контроллеру. Это внутренние модули, которые вставляются в разъемы внутри контроллера. И тут нужно выбрать тип модуля, который подключен. У меня этих модулей нет, но вот давайте посмотрим на интерфейс. Причем интерфейс учитывает ограничения. Например, в слот Mod 1 нельзя вставить некоторые модули, которые работают по интерфейсу UART, потому что на Mod 1 на разъеме нет UART. При этом в разъем Mod 2 можно гораздо более широкий список модулей воткнуть, как видите. То есть веб-интерфейс это все учитывает. Помимо 3 модулей расширения внутри контроллера, здесь мы можем выбрать до 8 модулей ввода-вывода. Это те модули, которые ставятся на один рейку и подключаются к боковому разъему контроллера, работают по интерфейсу I2C. Тоже здесь просто выбираем из списка тот модуль, который подключен. В том порядке, в котором они подключены к контроллеру, начиная слева и направо. Также здесь можно выбрать, подключен ли у нас модем, подключен ли источник бесперебойного питания и его модификацию. И остались тут еще настройки портов. Есть настройки двух встроенных портов RS485. Здесь мы можем включить или выключить программно fail-safe резисторы. Это те резисторы, которые устанавливают устойчивые логические уровни на линиях А и Б, когда нет активного передатчика на шине. И можно включить или выключить терминирующий 120-омный резистор. То же самое для второго порта. И есть еще настройки OneWire интерфейса. Можно его переключить в режим дискретного входа. Как видите, здесь практически нет никаких настроек, кроме того, что мы просто выбираем, какой модуль куда установлен. Мы таким образом активируем этот модуль, и параметры его различные, каналы ввода-вывода или интерфейсы, они появляются уже в других частях веб-интерфейса. Здесь мы просто выбрали тип модуля, настроили интерфейсы RS485 и интерфейсы OneWire. Все на этом. Теперь давайте посмотрим, как в веб-интерфейсе контроллера настраивается подключение к внешним модулям по интерфейсу RS485. Это могут быть wirenboardовские модули с Modbus, либо Modbus устройства стороннего производства, либо еще есть определенный список протоколов, поддерживаемых контроллером. Например, можно подключать электросчетчики и прочее оборудование. Настройка производится вот в этом пункте меню. Настройка драйвера сериал устройств. Здесь мы с вами видим все доступные RS485 порты, 2 встроенных. И также порты могут быть реализованы модулями расширения внутри контроллера, которые устанавливаются. Единственное здесь, видимо, ошибка в том, что
Можно выбрать мод 1, хотя он не поддерживает модуль RS485. Что тут за настройки? Это стандартные настройки serial портов, включая baud rate, четность, количество бит данных и стоповых бит. И если мы развернем порт RS485 то тут увидим, что уже настроены 3 вайренбордовских модуля. Я не добавлял их вручную, я воспользовался опцией быстрого поиска. Вот так работает быстрый поиск. Как видите, занимает он всего пару секунд. И вот все модули, которые у меня действительно подключены. Это был поиск устройств с поддержкой быстрого Modbus, так называемого. Это расширение, которое разработал для протокола Modbus WireOnBoard. Мы в этом ролике еще подробно о нем поговорим. Оно в том числе позволяет осуществлять быстрый поиск. И можно продолжить поиск уже в медленном режиме. Это для всех остальных классических Modbus устройств. Этот поиск занимает гораздо больше времени, вплоть до нескольких минут. То есть здесь приходится контроллеру на всех RS485 интерфейсах перебрать все возможные бод-рейты и перебрать все возможные Modbus адреса. Чтобы добавить устройство вручную, нужно нажать вот на эту кнопку. Здесь мы выбираем, к какому порту подключено устройство и тип устройства. Здесь довольно внушительный список, и вайренбордовские устройства, и сторонние. В том числе датчики климата, датчики уровня, диммеры, источники бесперебойного питания, модули управления кондиционерами, контроллеры вентиляции климата, контроллеры холодильного оборудования. В общем, довольно внушительный список. Здесь мы выбираем какую-нибудь модель и попадаем в интерфейс настройки опроса различных параметров внутренних этого устройства, и прочие настройки, специфичные для конкретно этого устройства. Задаем адрес, если это устройство с Modbus, то это Modbus адрес, и сохраняем. И давайте очень вкратце пробежимся по настройкам модулей. Например, датчик контроля протечки. Тут мы можем для счетных входов настроить начальное значение. Это просто способ синхронизировать те показания, которые будет регистрировать контроллер, с теми, которые на самом счетчике. Вес импульса. И счетные каналы, и все входы, все выходы, все каналы измерения любых модулей, они имеют еще настройки опроса по Modbus. Дело в том, что контроллер по Modbus будет опрашивать каналы все настроенные каналы всех модулей по порядку. И будет делать это циклически. Тут, правда, можно внеочередной опрос назначить для особо важных каналов, но вообще подход такой, что все каналы опрашиваются по циклу в одном сегменте RS485 сети. И чтобы не удлинять этот цикл во времени, рекомендация есть такая: отключать опрос неиспользуемых каналов. Например, в модуле контроля протечек есть 6 входов для подключения датчиков протечки, до 6. И те, которые вы не используете, лучше опрос их отключать. Это сократит общее время цикла опроса. Обычно у каждого входа и выхода модуля есть какие-то определенные настройки. Например, режим работы. К входам модуля защиты от протечек можно подключать как датчики протечки, так и кнопки. Это все выбирается здесь в интерфейсе. Можно настроить, например, действие по закрытию клапанов. Нужно ли один из них закрывать, либо оба. Зависит от места установки датчика. Нужно ли включать режим протечка при срабатывании датчика и так далее. У релейных выходов тоже есть определенные настройки. Это начальное состояние после подачи питания. Это действия, которые нужно совершить модулю при переходе в безопасное состояние. Это состояние, когда он замечает отсутствие опроса от контроллера. И настройки опроса по Modbus. Дальше сами настройки безопасного режима. Тайм-аут, через сколько секунд после прекращения опроса с контроллера нужно переходить в безопасный режим. И что конкретно нужно делать, как это должно влиять на логику работы модуля. Настройки режима влажной уборки, сколько времени модуль будет игнорировать датчики протечки, настройки опроса, и общая какая-то информация о модуле и скорость работы порта. Тут важно отметить, что это не те настройки, по которым будет контроллер работать с этим модулем. Это настройки самого модуля, то есть его автономной логики, реализованной внутри микроконтроллера модуля. У универсального датчика также каждый канал имеет определенные настройки, некоторые специфические. Например,
У параметров воздуха можно включить компенсацию самонагрева. Можно включить датчик СО2 или выключить, автокалибровку включить или выключить. Ну и настройки опроса различных каналов. И так для каждого измерительного канала. Где-то настроек больше, где-то их меньше. В общем, вот так это все выглядит. Инфракрасные команды вот здесь настраиваются, их опрос. Скорость порта, задержка перед ответом. Ну, в общем, очень много настроек. Все это через Modbus прописывается контроллером в модуль. Можно диагностические каналы начать опрашивать, если включить их в опрос вот на этой вкладке. Ну и давайте посмотрим, что есть у релейного модуля. Тоже есть специфические настройки для входов, режим работы входа. Ну, то есть можно отключать все релейные каналы по срабатыванию входа, можно измерять частоту для подключения ко всяким счетчикам с импульсным выходом. И можно настроить более сложное управление выходами релейными по матрице. Ну и внизу настройки опроса этого канала. И все это повторяется для всех 6 входов. У выходов состояние при подаче питания, реакция выходов при переходе в безопасное состояние, настройки перехода в безопасный режим, режим управления шторами поддерживается этим модулем. То есть пару каналов можно настроить для управления шторами. Ну там взаимоисключающее включение двух реле и так далее. Небольшие логические отличия есть по управлению каналами. Скорость, ну и просто общая информация о модуле, напряжение питания, версия прошивки и тому подобное. Ну и еще разные особенности, касающиеся работы с Modbus устройствами Wirenboard. Во-первых, не исключена ситуация конфликта Modbus Slave адресов. Вообще Wirenboard при производстве назначает случайным образом Modbus Slave адреса у модулей, и на них даже есть наклейка, на которой написан этот адрес. Всего возможных адресов 246, кажется, и вероятность попадания того, что в одном сегменте RS-485 сети окажутся два модуля с одинаковыми адресами, она достаточно низкая. Но это не исключено. И обычно в этом случае нужно как-то сменить у одного из устройств адрес, и нужно для этого отключить его от сегмента сети, подключиться к нему напрямую и по Modbus изменить адрес. Но если вы используете Modbus устройство Wirenboard с поддержкой быстрого Modbus, то когда вы делаете поиск устройств в сегменте сети, то обнаруживаются даже конфликтующие устройства, и интерфейс даже подсказывает, что вот здесь произошел конфликт адресов. Как это исправить? В случае, если это устройство с поддержкой быстрого Modbus, это делается специальной консольной утилитой. И в чем преимущество? В том, что вам даже не нужно находиться на объекте. Вы можете сделать эту настройку, устранить вот этот конфликт удаленно. Теперь, что касается процесса обновления прошивок Modbus модулей Wirenboard, делается это тоже консольной утилитой, причем в зависимости от переданных ей параметров она может работать в разных режимах, в том числе может обновить прошивки всех подключенных модулей, тех, которые заведены в веб-интерфейсе. И она устроена достаточно интересно, она предупреждает, если обнаруживает, что нужно сначала обновить бутлодер, обновляет бутлодер, потом основную прошивку. Также, если обновление прошивки приведет к затиранию каких-то настроек модуля, утилита тоже об этом предупреждает, спрашивает, продолжить или нет. В общем, сделано довольно продуманно, интересно. Единственное, хотелось бы, конечно, вот этот интерфейс обновления прошивки иметь в веб-интерфейсе, а не ходить за ним в консоль. Теперь давайте разберемся с каналами в терминологии Wirenboard. Все состояния входов, выходов, все измеряемые величины, это температуры, влажности, напряжение, все это является каналами. И интересная особенность контроллера Wirenboard заключается в том, что его программное обеспечение, оно модульное, состоит из множества сервисов. И сервисы для обмена данными о состоянии каналов используют протокол MQTT. У меня вообще есть на канале довольно старый, но подробный ролик о том, как работает MQTT. Если в двух словах, то есть сервер MQTT, который еще называют брокером, и есть один или несколько клиентов, которые к этому брокеру подключаются.
При этом клиенты могут публиковать сообщение, то есть они отправляют его брокеру. Сообщение – это текст, и этот текст еще сопровождается топиком, то есть темой сообщения. Это тоже текстовое поле. И брокер делает простую работу. Он, получив новое сообщение, отправляет его всем клиентам, подключенным к нему, тем клиентам, которые подписывались на этот топик. Ну и есть гибкий механизм подписки, то есть каждый из клиентов выбирает, на что он подписывается, либо на все топики подряд, либо на какое-то их подмножество, которое ему интересно. То есть, например, когда изменяется состояние дискретного входа, то сервис внутри контроллера, который опрашивает модуль по Modbus, узнает об этом, публикует по MQTT соответствующее сообщение, его получают все остальные заинтересованные сервисы. Например, сервис, который записывает историю изменения каналов, он добавляет новую запись в базу данных. Сервис, который обрабатывает правила автоматизации, если он обрабатывает этот канал, понимает о том, что было изменение, отрабатывает свою логику. Опять же, он может среагировать, например, переключением дискретного выхода. Для этого ему снова надо будет отправить сообщение по MQTT. И так далее. Все сервисы внутри контроллера обмениваются таким образом состоянием каналов. Более того, это является способом обмена с другими системами. То есть на контроллер WireOnBoard вы, например, можете установить систему умного дома и управлять всеми входами и выходами, получать все измерения контроллера WireOnBoard из системы умного дома по протоколу MQTT. При этом не нужно написать ни строчки кода, не нужно привлекать программистов WireOnBoard, все это уже доступно. Список всех каналов в контроллере можно просмотреть в соответствующем списке в меню. Вот он, каналы MQTT. Здесь мы с вами видим довольно большой список. Тут, как вы видите, есть топик у каждого канала, и можем даже проанализировать общий вид этого топика. То есть он состоит из слова devices, потом название устройства, потом слово controls и название канала в этом девайсе. То есть это и есть топик. Если мы подключимся к брокеру внутри контроллера каким-нибудь клиентом, например, мобильные приложения есть MQTT клиенты или для компьютера приложения, и подпишемся на вот этот топик, то мы будем получать состояние вот этого, в данном случае, пищалки вот этой внутри контроллера. Тут также мы видим, что у канала внутри контроллера есть тип. Это либо переключатель, либо текст, либо диапазон, либо температура. Здесь мы видим текущее последнее значение канала. Помимо самого топика мы видим еще вот такую запись. Это по сути сокращенная запись, которая используется сервисами WireOnBoard. Ну, просто позволяет более удобно выбирать канал. Там, где нужно выбрать канал из списка, как правило, используется вот эта сокращенная форма. Ну и у каждого канала есть статус, либо окей, либо ошибка. То есть, если, например, модуль перестанет опрашиваться по какой-то причине, то все его каналы перейдут в статус ошибки. Давайте мы с вами это проверим. Отключим один из модулей. Вот так. И давайте найдем теперь его каналы. Вот, они сразу же перешли в статус ошибки. Ну и восстанавливаем соединение. Все, через буквально 1 секунду статус каналов поменялся. Более того, вот этот флаг ошибки, его можно использовать в автоматизациях у WireOnBoard. То есть можно реагировать не только на значение канала, но и если по какой-то причине это значение недостоверно, то тоже можно как-нибудь реагировать. Теперь давайте посмотрим на панели управления, которые можно создать в веб-интерфейсе контроллера. Они бывают двух типов. Это текстовые с виджетами и графические. Текстовые выглядят следующим образом. Вот это синее – это виджет, внутри него контролы. Ну а графические панели, они выглядят, ну, например, вот таким образом. Это стандартная демо-панель. Тут есть разные индикаторы, есть текстовые поля, которые в реал-тайме меняются. Есть элементы, на которые можно нажимать, чтобы поуправлять, например, какими-нибудь выходами в данном случае. Кроме того, текстовая панель с виджетами скрывается за пунктом меню устройства. Здесь тоже виджеты обычные, по сути, также реализованные. Но разница в том, что здесь виджеты генерируются автоматически. То есть вы добавляете в систему новый модуль,
заводите его через конфигурацию, и автоматически на этой панели появляется виджет, который соответствует этому новому модулю. Давайте посмотрим на интерфейс добавления нового виджета. Пишем сюда название, которое попадет в шапку виджета. Компактный режим отключает отображение названия контрола, мне это не нравится. Ну и дальше добавляем виджет контролы. Как видите, мы выбираем из списка каналов. То есть каждый контрол будет привязан к своему каналу контроллера. Дальше сохраняем. Ну и все, собственно, вот он, наш новый виджет. Обратите внимание, что тут двумя кнопками можно удалить виджет. Крестик удаляет виджет только с этой панели, а вот эта кнопка удаляет виджет отовсюду. То есть виджеты на самом деле можно повторно использовать на нескольких панелях один и тот же виджет. При этом, если вы даже удалили, например, виджет со всех панелей, его все равно можно будет найти в списке виджетов. Из основного меню выбираем виджеты, и вот они, все существующие виджеты. Здесь мы можем увидеть, на каких панелях они сейчас добавлены. Можем просмотреть, как он выглядит. Ну и можем добавить на какую-нибудь панель. Еще из интересного то, что напротив каждого контрола есть кнопка, по которой можно попасть в историю изменения этого канала. Вот так выглядит график. Причем в этот же интерфейс мы бы могли попасть, если бы просто нажали в главном меню «История». Тут мы можем один или несколько каналов добавить. Например, я хочу увидеть влажность, хочу увидеть температуру. Давайте найдем, где она. Температуру. Ну и каждый раз надо нажимать на кнопку «Загрузить данные», то есть этот график динамически не обновляется. Ну и вот у нас два графика, две величины выведены на один график. Еще одна особенность заключается в том, что вот эти контролы, они умеют реагировать на состояние ошибки канала. То есть давайте, например, отключим контроллер защиты от протечек от шины. Вот. И как видите, все каналы, связанные с этим модулем, они стали красными. Вообще у вот этого редактора панелей с виджетами есть некоторые ограничения. Например, нельзя просто кликая мышью изменить порядок контрола в виджете. Ну, то есть я захожу в редактирование, здесь нет в интерфейсе такой возможности. Но есть возможность открыть этот виджет в виде JSON и в текстовом виде поправить порядок. То же самое касается порядка виджетов на панели. То есть нет никаких элементов управления, которые позволяли бы изменить этот порядок. Это можно сделать, редактируя в виде текста эту панель. То есть они в определенной папочке, все эти панели лежат. Можно открыть соответствующий текстовый файлик и поправить там. Теперь давайте посмотрим на графические панели. У меня есть две панели. Это стандартная демо-панель, которая присутствовала здесь изначально. И еще одну панель я создал. Выглядит она так. Каждый вот этот элемент является и индикатором состояния реле. Первое в данном случае реле сейчас включено. И на него можно кликать, тем самым переключать текущее состояние. Как это все реализовано? Реализация достаточно интересная. На самом деле вот этот интерфейс, он весь нарисован в графическом редакторе и сохранен в SVG формат. Это такой векторный формат, где информация не о каждом пикселе, как в растровых форматах, а информация об объектах, которые присутствуют на этом изображении. И когда мы подгружаем SVG файл в веб-интерфейсе графической панели, в редактировании графической панели, то мы дальше можем выбирать разные объекты этого SVG файла. Вот они начинают мигать. И можем редактировать свойства этих объектов и привязывать их к каналам контроллера. Ну, то есть по изменению значения канала, состояния канала, можно, например, в разные цвета закрашивать вот эти элементы. Также можно по клику произвести запись в канал. Вот как видите, здесь это и настроено. Значение включенного состояния 1, выключенного 0. Это приводит к управлению реле при клике. Ну, то есть, с одной стороны, достаточно гибкий инструмент. Можно нарисовать все, что угодно, оптимизировать под конкретное разрешение, добавить графику и так далее. Но, с другой стороны, есть и ограничения тоже. Например, слайдер невозможно реализовать. Приходится вместо слайдера делать интерфейс с кнопками плюс-минус. Честно говоря, я к этим графическим панелям в умном доме отношусь довольно скептически. Это было когда-то популярно, это вызывает первое время вау-эффект, когда видишь такую
интерактивную панель графическую. Но пользоваться этим каждый день не очень удобно. Кроме того, в случае с Wirenboard, да и вообще с любыми графическими панелями, приходится верстать этот интерфейс под устройство. Под мобильное устройство своя панель, под компьютер, планшет другие панели. Ну и вообще создание этих графических панелей, оно довольно трудоемкое. В то же время где-то в автоматизации, где нужно отобразить графический технологический процесс и подписать там разные измеренные параметры, добавить элементы управления, там это действительно оправдано, там это наглядно, там нет разных интерфейсов, разных девайсов, там все отображается на компьютере, либо на планшете. То есть там это действительно полезно. Давайте теперь посмотрим на возможности программирования контроллера. Wirenboard предлагает использовать встроенный инструмент правила. Правила пишутся на языке JavaScript. Выглядят они примерно вот так. В данном случае это правило, реагирующее на движение, которое фиксирует настенный датчик комбинированный. Как это работает? Смотрите, внутри правила, это название правила, и внутри два элемента. Первый задает, в каком случае срабатывать будет правило, а вторая часть, она описывает функцию, которая будет выполняться. Здесь JS-код. Значит, запускаться правило будет в случае, если меняется значение величины движения, измеренной датчиком. Ну а внутри функции вот такой код. В случае, если новая величина движения больше 300, это экспериментально выявленный порог такой, реально, когда движение появляется, значение там 500, 600, 1000 бывает, но 300 это такой стабильно работающий порог. Если движение обнаружено, пишем в лог сообщение, включаем реле К6 и включаем мигание красным светодиодом на самом датчике. И при этом еще и перезапускаем каждый раз таймер 3-секундный, то есть пока есть движение, этот таймер постоянно перезапускается. Но если движение пропадает, он перестает перезапускаться, отсчитывает свои 3 секунды, и после этого таймер уничтожается, выключается мигание красным светодиодом и выключается реле К6. То есть, другими словами, реле К6 и мигание включается сразу же при появлении движения и выключается через 3 секунды после исчезновения движения. Вот такая логика. И вот как это работает. 3 секунды. И реле отключается. Правило может срабатывать не только по изменению значения канала, но и просто по времени. Периодически может выполняться. Можно работать с MQTT, подписываться на топики и отправлять сообщения. То есть не только для управления каналами, но и для взаимодействия с внешними системами, например. Можно создавать виртуальные устройства, например, термостат, и описывать всю его логику работы на JS. Можно запускать еще дополнительные таймеры, управлять ими, то есть запускать, останавливать. Можно хранить конфиги в JSON файлах и подгружать их из JS. Можно запускать внешний процесс. Можно отправлять уведомления по email или SMS, а также обрабатывать входящие SMS, то есть используя GSM-модуль. И даже можно реализовывать простые протоколы поверх RS-485, то есть отправлять запросы и принимать ответы. Как видите, средство автоматизации само по себе довольно мощное. Если освоить JS, если освоить оформление правил, то можно много что запрограммировать. По крайней мере, все, что в рамках экосистемы Wirenboard, все каналы всех модулей, с этим в правилах работать легко. Но с внешними системами взаимодействовать посложнее, оно и понятно. Контроллер Wirenboard можно программировать в среде разработки на языках Mac, которые популярны при программировании PLK. Я сам до недавнего времени не знал, но у Wirenboard есть соответствующие инструкции, как на контроллере развернуть среду исполнения, и дальше уже можно в среде разработки привычным способом писать программы. Я сейчас говорю про системы популярные, такие как Codesys и Zagraph. Кроме того, есть отечественные MasterSCADA и Keylogic. То есть технически это возможно. Я не пробовал, к сожалению. Скорее всего, это связано с покупкой лицензии. И, вероятно, это никак не позволяет добиться реалтайма, но при этом позволяет в привычной среде программировать контроллер и использовать какие-то свои уже имеющиеся наработки SUTP-шные, какие-то библиотеки и так далее.
Теперь, что касается интеграции WireOnBoard с системами умного дома. Я попробовал установить на контроллер Home Assistant, это одна из самых популярных систем умного дома, и попробовал установить Node-RED, это система для программирования автоматизаций на основе блочных схем, то есть в графическом виде. И то, и другое ставится на контроллер очень легко по инструкции WireOnBoard, буквально в 2-3 команды в консоли. При этом фактически вы сразу же получаете возможность по MQTT взаимодействовать с контроллером, с WireOnBoard, ну то есть с его всеми каналами, которые ему доступны, благодаря тому, что внутри контроллера уже MQTT используется. Давайте я покажу вам, как выглядит Home Assistant. Ничто не мешает просто установить Home Assistant и прописать в конфигурации все устройства со всеми каналами, ну, копируя MQTT топики из веб-интерфейса контроллера. Но это достаточно геморройно, и есть альтернативный способ, который все упрощает. Один из участников сообщества разработал для WireOnBoard модуль VB Engine. Выглядит он следующим образом в веб-интерфейсе. Здесь вы просто, по сути, выбираете уже имеющиеся в контроллере устройство и ставите вот эту галочку «Добавить Control в Home Assistant». Нажимаете «Записать», перезагружается сервис, обслуживающий правила. Ну, я так понимаю, этот модуль написан на JS. И все, возвращаетесь в Home Assistant и видите, что эти устройства со всеми их каналами появляются в интерфейсе Home Assistant. Естественно, можно навешивать правила, ну, то есть настраивать автоматизацию уже в самом Home Assistant. Здесь все работает, причем очень быстро, без задержек. Вот я управляю реле. Ну, само взаимодействие работает по MQTT, я так понимаю. Давайте помигаем зеленым светодиодом. Давайте посмотрим какие-нибудь измеренные значения на графиках. Все очень хорошо, быстро работает, мне очень понравилось. Вот я проветривал, уровень CO2 уменьшался. Ну, в общем, интеграция с Home Assistant мне понравилась, как работает. Теперь, что касается Node-RED, тоже ставится очень быстро по инструкции. И в Node-RED уже есть готовые ноды, вот эти блоки называются ноды. Есть готовые ноды для работы по MQTT. И в принципе можно использовать их, никто не мешает. Тут мы добавляем подключение к брокеру. И в качестве топика, в качестве темы, копируем топики из веб-интерфейса контроллера. Но это не очень удобно, вот само копирование вот это. Поэтому тоже один из участников сообщества сделал специальный модуль для Node-RED, который добавляет вот эти зелененькие ноды, которые по сути просто упрощают взаимодействие с MQTT брокером, который крутится на WireOnBoard. Здесь из удобств то, что можно выбрать канал из списка. Давайте вот здесь я покажу. То есть просто в понятном виде выбираете канал, и все. Его значение теперь используется в алгоритме. И какие вообще здесь блоки есть? Это блок, который по сути подписывается на топик и все изменения канала получает. Get это примерно то же самое, но без подписки на топик. Out это блок нода, которая позволяет публиковать сообщения. Ну, то есть я ее здесь использую для управления выходом DO5. И еще две ноды есть, которые внутри добавляют дополнительную логику. Нода button содержит логику, которая определяет разные виды нажатия на кнопку. А нода motor, она содержит логику, упрощающую управление моторами штор. Ну и вот такая простая схема у меня. Я использую сигнал о движении с датчика комбинированного. Масштабирую до 0,1. То есть все значения выше 300 на выходе будут выдавать единичку. А меньше 300 нолик. И этот сигнал я использую для управления реле DO5. Ну и давайте посмотрим, как это работает. Я напомню, что у меня есть правило, настроенное в веб-интерфейсе WireOnBoard, которое включает реле K6 и отключает его с задержкой 3 секунды после отсутствия движения. И реле K5 управляется из Node-RED, но уже без задержки, но срабатывать они должны одновременно. Появляется движение, и они срабатывают без каких-либо задержек одновременно. K5 отключается, и через 3 секунды отключается K6. Ну, то есть работает все четко.
Что касается интеграции WireOnBoard с голосовыми помощниками. Прямой интеграции у WireOnBoard нет, но она есть у системы умного дома, у Home Assistant, у Node-RED, у Sprout Hub. Есть эти интеграции, то есть напрямую интегрировать с WireOnBoard голосовые помощники нельзя, но можно через промежуточные системы, которые в умном доме вы и так наверняка будете использовать. Теперь, что касается интеграции контроллера с системами верхнего уровня. Это могут быть SCADA-системы, это могут быть системы, распространенные в энергетике и так далее. Ну, во-первых, один способ интеграции уже есть, это по протоколу MQTT. Что касается остальных протоколов, в контроллере есть специальные сервисы, они называются шлюзами, которые подключаются к MQTT-брокеру внутри контроллера и обеспечивают преобразование данных в MQTT в протокол, который требуется для верхнего уровня. Конфигурируется это все через соответствующие пункты, через соответствующие конфигурационные файлы. Например, давайте рассмотрим протокол Modbus TCP, по которому часто контроллеры подключаются. Это может быть подключение от другого контроллера, от PLK, например, по Modbus RTU к WireOnBoard. В этом случае мы настраиваем путь к RS485 порту, параметры скорости самого порта. Либо это может быть Modbus TCP, что популярным может быть способом подключения систем верхнего уровня к контроллеру. Здесь в этом случае настраиваются параметры сервера. То есть контроллер является сервером, и к нему внешняя система подключается как клиент. И весь остальной интерфейс, представленный здесь, он фактически просто устанавливает соответствие между MQTT-топиками каналов контроллера и теми сущностями, которые приняты в протоколе, по которому будут к контроллеру подключаться. В данном случае это Modbus. И вот в этих полях мы выбираем регистры Modbus, по которым будут располагаться вот эти данные каналов. ID юнита Modbus используется, по-моему, только в Modbus TCP. И, как видите, вот эти поля, ID юнита и адрес регистра, они как будто бы случайным образом сгенерированы. На самом деле они сгенерированы на основе названия канала. То есть, это просто шаблон. Это все можно изменить, естественно. Но в шаблоне, если взять два контроллера WireOnBoard, то каналы с одинаковыми названиями будут в шаблоне иметь одинаковые адреса регистров. Это может быть полезно. Далее вы просто для всех каналов проставляете необходимые адреса регистров, либо используете уже имеющиеся, просто прописываете их в системе верхнего уровня. И она подключается к контроллеру, и эти данные забирает. Давайте посмотрим конфиг другого шлюза для протокола MAC 60875.104. Это протокол, который используется для сбора данных с устройств в энергетике. Есть такая одна из популярных задач в энергетике – собирать данные с электросчетчиков с большого количества и потом в агрегированном виде по этому протоколу отдавать в систему верхнего уровня. Здесь, как видите, суть та же самая. То есть вы устанавливаете здесь соответствие между внутренними каналами контроллера и некими сущностями, либо адреса это могут быть, либо, как в данном случае, уникальный адрес информационного объекта MAC. То есть настраивайте соответствие между каналом и вот этой сущностью, которую вот эти вот ID-шники можете прописать в системе верхнего уровня, которая по MAC будет опрашивать контроллер. То есть все просто. Шлюз устанавливает просто соответствие между внутренними сущностями и сущностями этого протокола. Контроллер можно подключить к облаку WireOnBoard Cloud. Это не обязательно, по желанию вы сами инициируете подключение контроллера к облаку, после чего он держит соединение с облаком и взаимодействует с ним. Что это дает пользователю? Во-первых, вы можете в один аккаунт добавить множество контроллеров, что наверняка удобно для интеграторов, например. Вы можете отметить на карте каждый контроллер и видеть на карте, какие из контроллеров онлайн, а какие офлайн, что наверняка удобно, когда вам нужно локализовать какую-то проблему, причина которой связана с конкретным местом. Кроме того, для каждого контроллера вы получаете возможность войти
в консоль по SSH, войти в веб-интерфейс, а также при помощи Grafana строить графики, какие-то агрегированные по множеству контроллеров, например. Все это избавляет вас от необходимости настраивать удаленное подключение к контроллеру. Вы просто используете облако. И вот так, например, выглядит консоль прямо в веб-браузере открытая. С небольшими тормозами она работает, но тем не менее, когда нужен удаленный доступ к консоли, это, мне кажется, очень хорошее средство. Вот это веб-интерфейс, но открытый не локально, а через клауд. Здесь все те же самые возможности, тоже может быть где-то чуть больше задержки, но в целом все работает отлично. Ну и также в клауде есть вот такой менеджер файлов, который позволяет загрузить файлы на контроллер или забрать, например, логи, что тоже очень удобно. Давайте расскажу теперь про быстрый Modbus. Это разработанное Wirenboard расширение стандартного протокола Modbus, которому уже 45 лет. В чем, собственно, проблема, с чем боролись в Wirenboard? В первую очередь это медленная, долгая доставка информации о событиях в каких-то модулях. То есть в классическом Modbus все модули опрашиваются по очереди. То есть контроллер обращается сначала по адресу к одному модулю, спрашивает у него состояние регистров, понимает по этому состоянию, было ли изменение, потом опрашивает следующий модуль и так по кругу. При этом модули у Wirenboard довольно навороченные, в них много регистров, которые можно и хочется опрашивать. В результате это все увеличивает общее время цикла опроса всех модулей. Кроме того, если условия неблагоприятные, приходится снижать бодрейт, это еще сильнее затягивает цикл обмена. Ну и самих модулей тоже может быть много, может быть 10, например, 15 модулей в каких-то конфигурациях. И в результате период цикла может быть очень большим, вплоть до нескольких секунд. И это означает, что если вы, например, у вас к дискретному входу подключен выключатель, и вы его переключаете, то событие об этом переключении контроллер может получить только через несколько секунд. Точнее, время не просто большое, оно еще и постоянно меняется, в зависимости от того, на какой момент придется ваше переключение в цикле опроса. Сейчас у меня в тестовом стенде все модули и контроллер поддерживают этот быстрый Modbus. И давайте пару замеров сделаем. Мне интересно, за какое время контроллер вместе с модулями сможет среагировать на входящее воздействие и выдать реакцию на дискретном выходе, например. Друзья, давайте проведем один небольшой эксперимент. Будем осциллографом измерять время между входным воздействием на дискретный вход и выходной реакцией на дискретном выходе. Причем двумя способами. В первом случае сам модуль будет отрабатывать реакцию на дискретный вход, а во втором случае правило внутри контроллера будет ту же самую логику реализовывать. То есть сначала изменение состояния дискретного входа по Modbus будет считано контроллером, там его логикой будет обработано и снова по Modbus будет передано в модуль и превратится в выходное воздействие на ДО. Измеряем время реакции самого модуля, то есть его внутренней логикой. — 50 миллисекунд. После дребезга 50. 50. 50. 50. В общем, стабильно время реакции составляет 50 миллисекунд. Судя по всему, эти 50 миллисекунд это дефолтный период борьбы с дребезгом, программной борьбы. Теперь все то же самое, но реакцию будет реализовывать уже контроллер, и к времени реакции прибавится время передачи по Modbus туда и обратно. Так, если считать, что это 2,5 клетки, то 120 где-то миллисекунд. Это у нас 80 миллисекунд. Так, примерно 120. О, намного больше. 5 с лишним клеток это 260 где-то миллисекунд. Это у нас чуть меньше 100 миллисекунд.
130, 120. Так, это примерно 5 клеток, 250 миллисекунд. 4 с лишним, где-то 220. Это 4 и 6 где-то клетки. То есть где-то 230-240 миллисекунд. 150. 80 миллисекунд. Это 210-220 миллисекунд. Ну, в общем, в пределах где-то от 70-80 миллисекунд до 260 миллисекунд. Все, что я видел, каждый раз время разное. Сейчас информация об изменении состояния дискретного входа передавалась при помощи быстрого модбаса. Почему Wiren Board называют быстрый модбас расширением? Потому что им удалось в рамках той же структуры фрейма обеспечить обратную совместимость. Ну, то есть, что это означает? Что в одном сегменте RS485 интерфейса могут сосуществовать как устройства с быстрым модбасом, так и с классическим модбасом. При этом с быстрыми устройствами контроллер, поддерживающий быстрый модбас, будет работать по быстрому протоколу, а с неподдерживающими будет по классическому модбасу. При этом те же самые модули с быстрым модбасом, они могут работать не только с Wiren-бордовским контроллером, а с каким-нибудь сторонним, который ничего не знает о быстром модбасе. И в этом случае они будут работать тоже по классическому, по медленному модбасу. Вообще сам быстрый модбас ничего не ускоряет на самом деле. Пропускная способность та же, количество данных, передаваемых через интерфейс, то же самое, но он оптимизирует доставку событий от модулей к контроллеру. Если в классическом модбасе нужно было пройти полный цикл, чтобы получить информацию о событиях, то в случае быстрого модбаса модули могут быстро выдать информацию о своих событиях. Таким образом, какие плюшки мы получаем при использовании быстрого модбаса? Во-первых, быструю доставку событий от модулей. Во-вторых, быстрый поиск всех устройств на шине. Причем у них даже могут быть конфликты модбас адресов, это не имеет значения. Вы получите список имеющихся устройств на шине с их серийными номерами и адресами модбас. Про классический модбас, кстати, у меня есть довольно старый, но подробный ролик. Ссылка на него будет в описании и в подсказке. Давайте разбираться, как это работает. Для начала рассмотрим логику верхнего уровня, как взаимодействуют узлы. В модбасе в любом есть мастер и один или несколько слейвов. В данном случае контроллер является модбас мастером. Это значит, что только он может инициировать взаимодействие, обмен данными между узлами. А слейвы, то есть модули, они только отвечают на запросы мастера. И в случае с классическим модбасом, как они общаются? Мастер говорит конкретному модулю: дай мне регистр с такого-то по такой-то. Он отдает. Потом к следующему обращается: дай мне регистр с такого-то по такой-то. Он отдает. И так по циклу. Именно время этого цикла и является проблемой. В быстром модбасе общаются они немного иначе. Тоже мастер инициирует обмен, но он отправляет запрос не адресно какому-то модулю, а он отправляет широковещательный запрос. То есть он спрашивает, у кого есть новые события. И только один из всех модулей ему отвечает, если у него есть события. Потом мастер снова спрашивает, у кого еще есть события. Следующий, уже тот модуль, который до этого отвечал, молчит, отвечает следующий. И так далее, пока все не передадут свои события. Если все передали, то один из модулей ответит, что все, больше событий нет, опрос окончен. После этого мастер прекращает эти запросы до следующего цикла опроса событий. И мастер повторяет вот эту процедуру запроса накопившихся событий каждые 50 миллисекунд. В этом механизме есть одна большая техническая проблема. Как слейвам, вот этим модулям, отвечающим на запрос, решить между собой, кто первым будет отвечать на запрос мастера, а кто вторым, кто третьим и так далее. За это отвечает механизм арбитража, то есть это как раз механизм выбора того, кто в первую очередь будет общаться с мастером. И реализован он похожим образом на то, как сделано в Кане, но в Кане это сделано аппаратно, плюс чисто на физическом уровне нет ограничений, которые есть в RS485.
Что касается CAN, какие там особенности на физическом уровне? В CAN в один и тот же момент времени два узла на шине могут выдавать разные логические уровни. В этом нет никакой проблемы. То есть один узел выдает единичку, другой выдает нолик. И электрически это допустимо. При этом есть такое понятие, как доминантный логический уровень и рецессивный. Узел, который выдает нолик, его нолик является доминантным, и он побеждает. То есть все узлы на шине, в том числе эти два узла, они слышат на шине нолик, хотя один там кто-то из них пытался передавать единичку. Но нолик победил. И благодаря тому, что вот эти два узла, которые выдавали нули и единички, они слушают шину, и тот узел, который выдавал единичку, он слышит, что на самом деле на шине оказался ноль. Если это происходит во время процедуры арбитража, то он понимает, что его перебили, то есть он проиграл арбитраж. После этого он замолкает, а тот узел, который передавал нолик, он выигрывает арбитраж и продолжает свою передачу. В CAN арбитраж осуществляется по полю ID фрейма, есть такое многобитное поле, и поскольку нолик является доминантным, он всегда побеждает, то и сообщения фреймы CAN с меньшим ID сообщения, они всегда побеждают, имеют больший приоритет. И даже есть такая атака на CAN, когда, если вы в работающую CAN-шину подключите устройство, которое будет спамить фреймами с нулевым ID сообщения, то этот узел, этот девайс всегда будет выигрывать арбитраж и просто не даст обмениваться всем остальным узлам, и шина просто встанет. Ну а в RS485 не должно быть такой ситуации, когда два узла выдают разные логические уровни на шину. Фактически на одной стороне транзистор будет тянуть линию вверх, а на другой стороне другой транзистор будет тянуть эту же линию вниз. При этом трансиверы RS485, как правило, не умирают за счет того, что есть встроенные защиты, но вообще эта ситуация нехорошая. Поэтому в протоколах, которые работают поверх RS485, логически запрещается одновременная передача. Ну, то есть либо протокол вообще односторонний, либо используется подход запрос-ответ. То есть инициирует обмен всегда один и тот же узел. Итак, возвращаясь к тому, как работает быстрый Modbus. Допустим, мастер выдал свой широковещательный запрос, спросил, у кого из модулей есть события. При этом все модули, которые поддерживают быстрый Modbus, они переходят в особое состояние розыгрыша арбитража. Как это работает? Они начинают отсчитывать время от получения запроса, чтобы определить окна во времени, ну, можно сказать, раунды арбитража. Нули, как и в случае с CAN, являются доминантными, выигрывающими, а единички рецессивными, они проигрывают. При этом длительность вот этих раундов арбитража, она относительно большая. Ну, то есть фактически это зависит от бодрейта, но если упростить, то можно считать примерно, что 18 или 20 битовых интервалов длится один такой раунд арбитража. Что делают слейвы во время раунда арбитража? Они выдают очередной бит некого поля, по которому происходит арбитраж. Причем при поиске устройств на шине это 32-битное поле, 32 раунда проходит. В случае запроса мастером событий от модулей это 12-битное поле, то есть 12 раундов проходит. В каждом раунде тот слейв, который хочет выдать доминантные состояния, выдает своим передатчикам, включает передатчик, выдает байт FF. Ну а тот, кто хочет рецессивное состояние выдать, он просто молчит и слушает. И если он услышал байт FF, это будет для него означать, вообще если хоть что-нибудь услышал во время раунда, это будет означать, что его перебили и он проиграл в этом раунде арбитраж. Как раз за счет того, что слейв, выдающий рецессивное состояние, молчит, этим обходится ограничение RS485 интерфейса на невозможность выдачи одновременно единицы нулей. То есть формируется такое псевдорецессивное состояние, причем логические уровни в этом рецессивном состоянии выдаются за счет резисторов растяжки, а передатчик RS485 при этом выключен. Ну и все, таким вот простым механизмом тот слейв, у которого был меньше серийник, либо меньше Modbus адрес, в зависимости от функции, которую инициировал мастер, тот слейв и побеждает в арбитраже, и после арбитража, когда все раунды слейвы отсчитали, тот, кто победил, тот и выдает ответ мастеру. Сам по себе ответ в стандартном формате для Modbus фреймов, но использует ту особую функцию зарезервированную, которую использовал и мастер в своем запросе.
После того, как один из слейвов выдал ответ мастеру, он в этом цикле опроса уже больше не участвует. Он может снова участвовать, когда все слейвы выдали свои ответы, и тогда этот слейв говорит мастеру: все опрошены, больше некому отвечать. В общем, довольно прикольная реализация у быстрого модбаса, но есть, конечно, и минусы тоже. Например, то, что получается более сложная реализация логики в слейвах. Плюс необходимо точно отсчитывать время всем слейвам, и под это задействуют отдельный таймер даже. Ну и не очень красиво, что быстрый модбас использует не только уровень прикладной, то есть не только затрагивает способ формирования пакетов, но еще и затрагивает способ управления приемом-передатчиком RS-485, хотя в данном случае, наверное, по-другому никак. Друзья, на этом на сегодня у меня все. Знаю, что ролик получился очень большим, но вы молодцы, что досмотрели до конца. Надеюсь, что вам было интересно. Ну а я, как всегда, желаю вам удачи и успехов. Пока.